Что вы получите благодаря использованию нейрогарнитуры? Нейрогарнитура – это удобное бытовое устройство для считывания электроэнцефалограммы, которое на основании соотношений значений электрических ритмов мозга позволяет научным способом определять наличие и качество состояния медитации самадхи, шамадхи у медитатора. Это революция в изучении медитации. Нейрогарнитура позволяет легко распознать различные бесполезные нагромождения и искажения, наслоившиеся за последние пару тысяч лет, и особенно за последние полвека, вокруг этой простой индийской психотехники, позволившей Сиддхартхе стать Буддой. С помощью нейрогарнитуры вы сразу узнаете, действительно ли вы умеете медитировать. И насколько хорошо умеете. Вы узнаете, были ли ваши занятия в йога-студии просто фитнесом, или они дали вам нечто большее. Кроме того, вы сможете отслеживать потерю состояния медитации из-за утопания ума или его отвлечений, например, через 5-30 минут после ее успешного начала, даже если вам будет казаться, что вы все еще медитируете. Более того, состояние утопания ума у многих новичков имеет место еще с самого начала того, что они считают сессией медитации, и нейрогарнитура также может показывать это наглядно. Также вы сможете на практике проверять влияние употребленной обильной или тяжелой пищи на текущую способность ума к медитации и понять, почему большинство медитаторов склоняются к вегетарианской или даже веганской диете. Равно как вы сможете отслеживать влияние самых разных вещей и событий на вашу медитацию. Например, вы сможете самостоятельно удостовериться в том, действительно ли дыхательные упражнения, пранаямы, помогают в практике медитации настолько сильно, как об этом любят рассказывать представители йога-биза и нью-эйджа. Многочисленные эксперименты с нейрогарнитурой для проверки наличия состояния медитации самадхи, шамадхи и ее качества с теми или иными пранаямами, выполняемыми перед сеансом медитации или во время самого сеанса, показывают, что несколько, например, 3 циклов пранаямы анулома-вилома, попеременное дыхание через левую и правую ноздри, могут немного улучшать качество медитации. При этом можно отметить, что даже простое пребывание в спокойном состоянии столько же времени, сколько занимает такая пранаяма, также оказывает схожий позитивный эффект на последующий сеанс медитации. Статистика показывает, что такие предварительно выполняемые дыхательные упражнения скорее помогают избегать слишком сильного проседания качества медитации при неблагоприятных стартовых условиях, например, повышенной нервозности, чем достигать продолжительной медитации с наивысшим качеством. Многочисленные пранаямы, выполняемые в течение продолжительного времени, нужны не медитаторам, а, например, йога-тичерам для того, чтобы было чем занимать клиентов. Потому что время, которое тратится на пранаямы, особенно на целой их последовательности, что становится новой модой в йога-бизе, можно было бы использовать с большей эффективностью для собственно практики йоговской медитации, прямого и наиболее эффективного метода саморазвития, преподанного Патанджали и Буддой. Сказки йога-тичеров о якобы обязательности дыхательных упражнений в контексте достижения целей йоги, то есть сверхсознания. Это один из карго-культов нынешнего йога-биза. Отдельно можно отметить, что гипервентиляция легких, выполняемая в рамках получасовых новомодных серий пранаям-энерджайзеров или серий пранаям кундалини-йоги под новым названием «Дыхание огня», это все те же кузнечные меха Бхастрика, не просто не приносят пользы, но и вредна как для физического, так и психического здоровья. В буддизме дыхательные упражнения практически не используются. Единственная пранаяма, которая изредка рекомендуется в буддизме перед сеансом медитации, это 3 цикла упрощенной версии анулома-виломы. Подробнее пранаямы в контексте практики медитации рассматривались в 9-й части «Медитация и дыхание» учебника медитации. Нейрогарнитура позволяет легко и просто узнать фактическое, на самом деле незначительное, влияние пранаям на медитацию. Именно поэтому пранаямы практически отсутствуют в учении Будды. В индийской йоге многочисленные пранаямы появлялись одновременно с возникновением и распространением хатха-йоги, служившей в основном в качестве прикрытия калистеники, силовой тренировки, когда в качестве нагрузки используется только вес самого тела,
использовавшийся многочисленными боевыми отрядами Акхарами в условиях востребованного рынка ЧВК в эпоху вражды индийских феодальных княжеств между собой и их противостояния вторжению мусульман. Формально эти Акхары считались монашескими, но сами эти как бы монахи не практиковали ни медитацию, ни джапу, ни что-либо еще из духовных практик. Абсолютное большинство из них были неграмотными и не изучавшими писания носителями оружия. Астрадхари, в то время как Шастрадхари, носители писаний, составляли абсолютное меньшинство. Последний всплеск популярности асан в Индии пришелся на вторую четверть 20 века в качестве маскировки калистеники в рамках партизанской борьбы индусов против британцев. Британцы ушли из Индии в 1947 году, но с тех пор миллионы млечхов по всему миру продолжают напрягать мышцы и суставы на занятиях как бы йогой, почему-то считая эту физкультуру древней индийской духовной практикой. Кстати, 19 мая 2004 года я получил индивидуальную саньяса-дикшу в головном ашраме Самнатха Гириджи, Махамандалешвара, одного из председателей, Шри Панчдашнам Джуна Акхары. Джуна Акхара – самая многочисленная линия монахов в Индии и одна из старейших, которая по одной из версий считается основанной в 1146 году. Тело может разве что не мешать практике медитации, но непосредственно помогать, увы, не может из-за онтологической иерархичности структуры человеческого существа. Как уже неоднократно говорилось в различных видео на этом канале, медитация происходит исключительно на уровне сознания, а не тела. И потому подтверждаемое нейрогарнитурой улучшение качества и максимальной продолжительности сеансов медитации самадхи зависит в первую очередь от регулярности ее ежедневной практики правильным образом, отсутствия отвлечений и утопания ума, а не от каких-либо физических действий. Из-за онтологической иерархичности структур панча-коши и трикай, те или иные физические воздействия, усталость, болезни и так далее, могут сказываться на практике медитации деструктивным образом, ухудшая или даже вовсе блокируя ее, но не могут непосредственно влиять на нее конструктивным образом. Для практики медитации достаточно обычного здорового тела, конечно же, при наличии еще и достаточно развитого ума. Чтобы научиться медитировать и практиковать медитацию, не нужно быть олимпийским чемпионом по гимнастике или цирковым акробатом. Сказки о возможности некоего двунаправленного конструктивного влияния тела и ума друг на друга – это вожделенная фантазия йога-тичеров и прочих представителей йога-биза и нью-эйджа, пытающихся подменить обуздание волнений на зеркале ума принятием гламурных поз и всевозможной амулетно-сувенирной продукцией. Но онтологическая иерархичность структур панча-коши и трикая не оставляет шансов подобным выдумкам. Надеяться на то, что растягивание связок и искривление суставов якобы позволит достичь продолжительной качественной медитации и, в последующем, обрести сверхсознание, можно с той же степенью успеха, что и надеяться той же акробатикой выучить высшую математику. И практика медитации, и изучение всевозможных наук происходит на уровне сознания, а не в результате телесных упражнений. Физический признак наличия состояния медитации, проявляющийся в виде сильного доминирования электрического альфа-ритма мозга, это всего лишь отголосок того, что происходит на уровне сознания, косвенный признак и побочный эффект медитации, а не ее суть или главный результат. Кстати, здесь можно ознакомиться с реакцией на саму возможность научной проверки степени натренированности способности обуздывать волнение на зеркале ума посредством нейрогарнитуры тех известных йога-тичеров, которые участвовали в обсуждении и при этом не успели удалить свои комментарии. С некоторыми из них я был знаком лично, в том числе и общался в Индии. Обуздание волнений на зеркале ума, или читтаврити-ниродха на санскрите, это главное определение классической древнеиндийской йоги, приведенное в сутре 1.2 Библии йоги Йога-сутрах Патанджали. Из известной мне статистики экспериментов с нейрогарнитурой самых разных йога-тичеров, большинство из них, увы, не в состоянии продемонстрировать хотя бы полминуты непрерывной медитации самадхи, даже несмотря на 10 и больше лет преподавания пастуральной йоги. Если кто-то из йога-тичеров не согласен с этими словами, он всегда может попытаться публично подтвердить свои навыки йоги Патанджали научным способом с помощью нейрогарнитуры или электроэнцефалографа,
продемонстрировав устойчивое удерживание сильного доминирования альфа-ритма мозга в течение хотя бы нескольких минут, не говоря уже о 4 часах времени пребывания в освоенной асане. Правда, здесь можно отметить, что нынешняя йога за последние полвека превратилась в фитнес для тела, в котором обычно уже нет места таким основополагающим аспектам йоги, как чита-врити-ниродха, обуздание волнений на зеркале ума, и яма с неямой, нравственные принципы. Нежелание использовать нейрогарнитуры в практике медитации многими представителями йогабиза и нью-эйджа можно сравнить с движением луддитов, которые также всячески противились научно-техническому прогрессу. Подобно тому, как попытки невежественных луддитов пару веков назад помешать внедрению достижений научно-технического прогресса оказались тщетными, так и попытки йога-тичеров-неолуддитов препятствовать использованию более эффективных вспомогательных методов достижения целей йоги Патанджали также обречены на провал. Достаточно разумные медитаторы, стремящиеся удостовериться в правильности своей практики медитации, уже сейчас пользуются этим новым научным методом достоверной оценки наличия состояния самадхи для практики собственно учений Патанджали и Будды, а не увязания в многочисленных наслоениях суррогатов, муляжей и карго-культов, возникавших вокруг этих учений еще со времени их появления. Отдельно можно отметить, что по той же причине онтологической иерархичности структур человеческого существа любые попытки электрической, посредством майнд-машин с частотой альфа-ритма, химической или аудиовизуальной стимуляции физического мозга для введения сознания человека в состояние медитации с целью получения плодов медитации и долговременных позитивных результатов так же тщетны, как и, например, попытки влияния на стрелку измерителя скорости самолета с целью заставить его лететь быстрее. Ускоренным расходом гормонов и нейромедиаторов можно добиваться лишь кратковременного улучшения работы одного только мозга, физического посредника ума, за счет ускоренного расхода запасов организма и их истощения, и соответствующего проседания эффективности функционирования мозга в будущем. И хотя этого может оказаться достаточно в краткосрочной перспективе для как бы обнадеживающих результатов каких-нибудь исследований, тем не менее сам ум в результате подобных физических воздействий точно не будет становиться лучше, так как он тренируется и улучшается только при использовании методов его, не физического, уровня, то есть медитации самадхи, а не таблетками или пропусканием через мозг, не через ум, электрического тока. Как уже говорилось в предыдущих видео, алгоритм встроенного и-сенс-параметра медитации нейрогарнитур компании NeuroSky подвержен избыточной адаптации его значений, которая делает недостоверное отображение уровня медитации хорошего качества уже через 1-2 минуты. Данный алгоритм заставляет медитатора соревноваться со своими же результатами, полученными 1-2 минуты назад. К счастью, мне удалось сравнительно точно подобрать базовую часть этого алгоритма, что позволило использовать в моих бесплатных приложениях EEG-медитация для Android и Windows любые версии нейрогарнитур компании NeuroSky для достоверного определения качества медитации самадхи при сеансах любой продолжительности. На данном скриншоте приведены результаты моей сессии медитации с приложением EEG-медитация для iOS и нейрогарнитурой NeuroSky Mindwave Mobile 2. Фиолетовым цветом приведен график значений параметра New Formula, выбирается на странице настроек приложения. Значения этого параметра в основном составляли 100, и потому он выглядит как сплошной, хотя в его верхней части видны небольшие редкие проседания в диапазоне от 80 плюс до 100. Синим цветом на фоне фиолетового графика приведен график значений и сенс параметра медитация, который подвержен значительной адаптации внутри алгоритма. Например, примерно на 50-й секунде значения параметра New Formula упали чуть ниже 90, но значения и сенс параметра медитация при этом провалились ниже 10. То есть из-за высоких начальных значений внутри алгоритма адаптация составила примерно минус 80 уже к концу первой минуты. Следует отметить, что из асан я использую только сиддхасану или сукхасану. Как правило, все сильные проседания на графике связаны с посторонними шумами, даже несмотря на используемые беруши, что наглядно подтверждает необходимость тихого места для практики медитации. Увы, но при достижении достаточно чистых состояний медитации даже слабые шумы способны значительно влиять на состояние медитации.
На приведенном скриншоте сессии с установленным на 15 минут таймером все проседания значений параметра New Formula ниже 100 были связаны именно с посторонними шумами. На данном скриншоте приложения EEG медитация для Windows можно увидеть характерные средние значения отдельных ритмов головного мозга во время достаточно неплохой сессии медитации. Отдельно можно отметить, что пиковые абсолютные значения дельта ритма не в состоянии медитации, например в первые 10 секунд, когда необходимо нажать на кнопку «Старт», отойти от компьютера на пару метров и сесть в положение для медитации, могут быть очень высокими, достигая 2 миллионов и даже больше, в то время как максимальное значение всех остальных ритмов намного меньше из-за особенностей мозга. При этом для подсчета средних относительных значений по условной шкале используются данные, которые находятся в диапазоне от 0,01 до 0,99, то есть с намного меньшим разбросом значений, что позволяет частично нивелировать огромные пиковые значения дельта ритма, делая средние относительные значения этого и других ритмов более информативными. Верхний график фиолетового цвета – это значение параметра No Leveling Formula, аналогичного параметру New Formula приложения EEG медитация для iOS. Значение этого параметра в приложении для Windows можно обрезать до 100 или до 200 по выбору пользователя. Обрезание до 200 дает более точную картину реальных уровней хорошей медитации. Нижний график синего цвета – это значение e-sense параметра медитация. Это еще один скриншот выше приведенной сессии, на котором значения параметра No Leveling Formula обрезаются до 100, а не до 200, как на предыдущем. При использовании флажка Average Rhythms Values на графике и при условии, что точек графика больше, чем горизонтальных точек на экране монитора, вычисляется среднее арифметическое значение всех точек графика, приходящихся на одну точку экрана, и прорисовывается только одна эта точка. Опция Average Rhythms Values предназначена для того, чтобы график не был в виде размазанных пятен, но при ее использовании какие-то крайние значения сверху и снизу на графике могут не отображаться. Например, на предыдущем скриншоте этой же сессии медитации со значениями до 200 нет проседания значений ниже 100, например, на 205 секунде, но на скриншоте ниже со значениями до 100 это проседание отображается, что, например, дает возможность увидеть на графике максимальную продолжительность медитации с уровнем не ниже 100, соответствующую цифрам статистики. Подробнее о медитации с нейрогарнитурой можно ознакомиться в видео «Медитация с нейрогарнитурой. Научный метод для проверки качества и длительности медитации самадхи, шамадхи. Революция в практике медитации. Учебник медитации. Часть 15. Использование нейрогарнитуры для самостоятельного ускоренного изучения самадхи, шамадхи. Инструкция к приложению EEG медитация для Windows. И решение проблемы излишней адаптации, низких значений параметра медитации нейрогарнитуры NeuroSky на этом канале. Если вам понравилось это видео, и вы хотите, чтобы YouTube активнее рекомендовал его другим людям, то лайк, комментарий и подписка на канал помогут в этом. Также вы можете поддержать меня на Patreon и задавать вопросы о практике медитации в личных сообщениях.